А сегодня, друзья, мы с вами отправимся на родник за водичкой через вот такое вот интересное здание. Это у нас разрушенный флигель в селе Авдотьево, некогда принадлежавший журналисту и просветителю Николаю Ивановичу Новикову. Тут вот Тихвинская церковь, основанная в 17 веке. Вот какое-то еще полуразрушенное здание. Лавочки со сцены, наверное, будет концерт. Так, давайте пойдем посмотрим на эту разрушенную постройку. Жил Новиков в эпоху царствования Екатерины II. Занимался изданием книг. Была у него своя типография. И можно сказать, что именно с него и началось просвещение Руси. Он издавал много книг на разную тематику. Ой, а тут даже вот кость трава. Ухаживают. И с него началось просвещение. Начали читать абсолютно все сословия. И богачи, и бедняки, и крестьяне. Публиковал книжки на разную тематику, просветительские. О, вот здесь, смотрите, какая тропинка прорублена. К сожалению, само поместье не сохранилось, а вот флигель стоит. И здесь во времена Новикова останавливались его гости. Ой, давайте посмотрим, что там внутри. Тропинка такая. Так. Крапива. Ой, птички какие большие полетели. О, репейник. Сейчас вся моя голова будет в репьях. Ай. Всё. Так вот надо. Ой. Что тут подвал? Ну, как всегда, все в мусоре. Так, в каком-то году был пожар здесь. Фундамент с 18 века, кстати, стоит. Давайте поближе посмотрим на фундамент. Каменный. Новиков провел в этом поместье свое детство и последние 20 лет жизни. Принадлежал он к масонской ложе. И Екатерина II якобы за это его упекла в тюрьму. Сколько-то лет он там просидел, 4 года, по-моему, когда сменилась власть. На престол взошел ее сын Павел. Он сразу же
амнистировал Новикова, и Новиков приехал обратно. Так. Каменные стены. Интересная такая архитектура. Тут, походу, была печка. Ну, ходят легенды, что Новиков прорыл тоннели. Ой, вот здесь, наверное, была печка. 2 печки. Не хухры-мухры. Прорыл под поместьем и флигелем тоннели, которые ведут к Тихвинской церкви, которую мы с вами еще посмотрим. Кстати, в Тихвинской церкви около нее снималась одна из сцен фильма «Формула любви». Также еще на берегу Северки еще одна сцена снималась. Тоже дойдем, посмотрим. Так. Сделаю обзор побольше, чтобы было видно общую картину. Смотрите, какие потолки. Железные балки вот эти вот. Я не знаю, в каком году они были перестроены. Так. Еще комната. Прохладненько так здесь. Вообще здорово. Ну, посетителей здесь много бывает. Кирпичи красные хорошие. Так, здесь были. 2-й этаж еще есть, кстати. Как только на забраться туда, или нету смысла, что ли, туда лезть? Там все заросло, крыши нет. Небо голубое. А так красиво, конечно. Мне же интересно была лестница. Что у нас там? Непонятно. Вот эти железные балки. К слову сказать, Новиков держал при себе, по рассказам, 100 каменщиков. А для чего? Неизвестно. Скорее всего, для рытья этих самых тоннелей, которые проходят под флигелем, под церковью и тянутся, по легенде, аж до самого Лобаново-Троицкого села, где тоже стоит усадьба. Ну, короче, в соседние села. О, как тут все интересно устроено. Вообще красивое место, даже если учесть, что оно полуразрушено. Фактически именно Новиков и привил сперва в Москве,
а затем и всей стране любовь к чтению. Создавая журналы. 3 журнала у него было. О, решеточка сохранилась, смотрите. Интересная. Крыши нет. Основывая типографии, открывая книжные лавки и выпускаем книги по всем отраслям знаний. Все это в совокупности привело к многократному увеличению тиражей. Поэтому Новиков был далеко не бедным помещиком, мог себе позволить строить дома для крестьян. В этом селе, кстати, есть несколько домов, которые назывались домами связи. В них жило по несколько семей. О, красиво, антуражно так. Жило по несколько семей крестьян, якобы для того, чтобы они общались между собой, не теряли связи, не обобщались, можно так сказать. И эти дома до сих пор существуют в этом селе. В них живут люди. Такие железные балки повсюду. И не хухры-мухры. Ой, ласточкины гнезда. Посмотрите. Отсюда видно еще какое-то здание. Ай, крапива красная. Но, к сожалению, не знаю его предназначение. Впереди сцена, и там красное здание. Так, вот тут вот так. Тут тоже печка. Что масонский знак. Еще осталась лепнина на потолке. Наверное, все, что осталось от интерьера тех времен. Вход в подземелье находится где-то с улицы. Колодец где-то есть здесь. И через этот колодец якобы можно попасть в эти подземные туннели. Их даже исследовали в 91 году энтузиасты. Потом даже специалисты специальные занялись изучением этих подземных ходов. И, я так понимаю, они просветили землю или как? Специалисты-биолокаторщики, которые выяснили, что общая протяженность подземелий более 80 километров. И если их выстроить в одну линию, то можно дойти до Кремля. Ну, вот так здесь интересно побродить в ясный день. Птички поют. Там уже березка выросла.
атмосферное место. Кто-то идет. Слышу чьи-то шаги. Сколько тут комнат, я даже запуталась. Это, наверное, главная комната с двумя каминами. Здесь вот непонятная насыпь. Вверх вот так идет. Наверное, уже со временем образовалась. Или здесь, скорее всего, лестница была. Вообще здоровское место. Атмосфера тут такая не гнетущая. Как, например, в том же Ляхово или Волоколамске, куда мы со Светланой ездили зимой. Комнатки довольно маленькие, потолки низенькие. Ну, понятное дело, что это флигель. Барский дом, наверное, был побольше, но, к сожалению, он сгорел давным-давно. Даже руин, по-моему, не осталось. Красиво. Так вот выглядит это здание с улицы. Подвал. А может, это вход в подземелье? Там все завалено мусором. Совершенно не хочется лезть, если честно. Пишите, друзья. Нравятся вам такие экскурсии? Хотели бы вы, чтобы мы исследовали эти усадьбы более тщательно? Может, можно обнаружить тоннели. Вон еще проход. Сейчас вон там пойдем посмотрим. Так, где же был этот вход в подземелье? Дверь даже сохранилась, смотрите. Тут красиво, конечно.
этой комнате, по-моему, еще не были. Маленькая комнатушка с высоким потолком. Окна наверху. И проходом в катакомбы. Тропинка проложена, значит, периодически ходим по катакомбам. Что здесь интересно? Нет. Здесь просто подвальчик. Вроде нет прохода. Нету. Ну, из вычитанного мною вход в катакомбы где-то с улицы. Через какой-то колодец. Так, ну ладно, друзья. Побродили мы с вами по усадьбе, по флигелю. Усадьба Авдотьева. Идем за бутылкой. Где-то я ее здесь оставила. Ой. Вот она. И идем дальше на родник тестить водичку родниковую. Кто-то скребушится. Ласточки теперь здесь живут. Летают. Везде какие-то ходы, проходы в подземелье. Ай, блин, репейник этот. Ну так выглядит с этой стороны. Ну что, заглянем? Что там? Тут тоже тропинка проложена. Вот тут лягушки живут, короче. Ласточки, лягушки. О, тут все завалено мусором, трындец. Посмотрите. Местные жители, наверное, прям кульками притаскивают. Там, смотрите, еще проход какой-то. Интересно. Так, включим фонарик. С фонарем, конечно, не очень хорошо снимает телефон. Так, сейчас. Так. Что тут у нас? Стекла. Стекла. Так. Тут завалено все. О, вот он, колодец. Или не колодец. Как вы думаете, что это? Может быть, это такая современная канализация? Не современная, а
по тем временам. Вода, там вода стоит. Ну, там я прохода никакого не вижу. Просто, ну, по всей видимости, он даже и не глубокий. Что тут могли исследовать? Не знаю, но кирпичная кладка хорошая. Мне нравится. Ой, в этом месте, интересно, просветили землю. И выявили 80 километров подземных ходов. Ой, что провода какие-то болтаются. Вот еще комната. Это ж какая-то дырка была. Завалили. Ну, короче, вот такое помещение подземное. В принципе, 1, 2, 3 комнаты. Как-то так. Все мусором закидано. Так, конечно, интересно. Было бы тут почище. Ладно, все, уходим. Идем на родник. Репейников насажала на волосы. Пришлось вытаскивать. Видите, одни репейники растут. Так, пойдемте на родник. Такая тут не совсем хожая дорожка. Сзади меня флигель. Впереди река Северка. Так, 2 тропинки. Одна сюда, другая туда. Куда ведет вот это? Красиво.
А, вот тут уже течет ручей. Там северка с кувшинками. Красиво. Ой, смотрите, как дерево упало. Как будто арка. Мостик. Какой живописный мостик. О, здорово. Сюда можно приехать на пикничок. Такое хорошее место. Как раз, наверное, это то место, где Новиков любил сидеть у реки. И какая-то сцена в фильме «Формула любви» в реке снималась тоже здесь. Может, как раз на этом месте. Пойдемте на мостик. Мост, видимо, в этом году сделан. Досочки такие. Свеженькие. Красота. Смотрите, сколько кувшинок. Вода чистейшая здесь. Дно даже видно посмотреть. Ничего себе. Классно. Бабочки какие-то кружатся. Синенькие. Ой, холодная вода, интересно. Прохладненькая. Смотрите, голубые бабочки. Такой цвет у них ядреный. А, или это стрекозы. Там одна села. Бутылка падает. Улетела? Нет, вон она сидит. Наверное, не видно будет. Вот полетела. Вот она. Стой, блин! Писец, у меня бутылку снесло ветром. Далеко ты поплыла, дорогая. Писец. Мне было печально, называется. И засорять неохота. И лезть за ней не очень тоже. Ой, ну что делать? Придется быстро за место сплавать, блин. Мне было печально, называется. Сейчас я буду как в Формуле любви. Надеюсь, никто не пойдет по этому мосту. А то будет стрёмно.
себе. Поезд, друзья. Поплыла. О, боже, холодно. А, тут дно есть, отлично. Все. Вылазь. Хорошо, что никто не пошел. Сказали, дурочка какая-то. С бутылкой плавает. Так. Придется в сырых трусах идти обратно. А запасных-то нет. Вода, конечно, ледяная. Наверное, как раз здесь родник где-то. Переоделась. Никого не было, слава богу. Ну а теперь пойдемте все-таки найдем этот родник. Нальем воды. Приключение-то тоже. Усадьба решила испытать меня. Проверить на стойкость. Ничего, девчонки, лица не сдаются перед трудностями. Там в теньке коровка пасется. И где-то там я слышу воду. Как будто вода течет. Так, где же этот родник? Там, что ли? Вообще непонятно. Красивый вид отсюда. А здесь плита лежит через северку. Можно на квадроцикле проехать. Может, и на машине можно. Но я не буду. Водонапорная башня, наверное, там вода журчит. На кору так смотрит, не пойду.
Сейчас замычит еще. Красивые места, конечно. А вон там вдалеке как раз таки и видны вот эти дома связи. Вот с этой крышей длинной, где жили крестьяне, по несколько семей. Якобы, чтобы они не теряли связь между собой, не были разобщенными. Но по современным меркам я бы не хотела жить в таком доме. Вот Тихвицкая церковь, где снималась сцена из «Формулы любви». Ну, давайте посмотрим, что... Ой, блин! Что за праздник намечается? Телеаудотьева. Культурно-просветительский форум «Северная звезда». Ну да. Я долго буду тем любезен я народу, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые в нем книгой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Вот он, собственно, Новиков. Просветитель, журналист, меценат, благодетель. Вот это здание какое-то тоже интересное, заброшенное. Интересно, это современная постройка? Или нет? А может, какой-нибудь амбар? Как вы думаете, друзья? Ваше предположение? Что-то мне подсказывает, что вон фундамент такой же, как во флигеле. Что? Для прислуги дом. Так, вон там купель. А тут дома. И церковь. Красивое место. Просьба не мусорить. Так, где же родник-то? А, вот, наверное, вот это место, плита. Под названием плита. Где снималась сцена с «Формулы любви». Тут такие ступеньки прикольные. Наверное, скорее всего, вот здесь я снималась.
купель, гортензия, родник. Наконец мы добрались с вами до родника. Аллилуйя. Что совсем в другом месте оказался. Сейчас наберем водичку. Попробуем. О, вкусно. Ну все. Ну что, друзья, мой мини-поход на родник завершен. Не забывайте подписываться на Бусти. Всем пока-пока. А вот это, кстати, улица названа в честь друга Новикова Семена Ивановича Гамалеи, который был тоже, как и Новиков, масоном, основал в Москве какую-то ложу масонскую, но также известен и как переводчиком книги о легчайшем способе прививания оспы в 1776 году.